Добрый день, дорогие рукодельницы! Рада приветствовать вас на канале Вязание спицами и крючком с Мариной. На одном из иностранных сайтов, я уже не помню на каком точно, я нашла вот такую шапочку, которая связана пышными столбиками. Она мне очень понравилась, и я решила ее связать. Вот я связала такую шапочку. Шапочка смотрится очень красиво на голове. Просто, я бы сказала, даже изумительно. Вообще получилась шапочка очень интересная. Может быть, кому-то понравится эта шапочка, и вы тоже захотите связать такую шапочку. Я решила с вами поделиться, как я ее вязала. Вяжется она очень просто. Нужно просто уметь вязать пышные столбики и практически больше ничего. Я, девочки, внизу под этим видео в описании оставлю ссылку на пышные столбики. Ну, мало ли кто-то вот не знаком еще с таким элементом пышные столбики. То есть по ссылке перейдете, да буквально совсем немножко потренируетесь, с полчасика, потому что вяжутся они очень легко, эти пышные столбики. Вы их научитесь вязать и вполне сможете связать такое вот чудо, такую прям интересную очень шапочку. Она, по крайней мере, очень необычная. И самое главное, что смотрится на голове она просто отменно, прекрасно смотрится. Итак, из чего я ее вязала? Вязала я ее вот из таких вот ниточек. Это ангора. В 100 граммах здесь у нас 550 метров. Крючок производитель предлагает 2,5. Но я буду вязать и вязала пятеркой, то есть 5 миллиметров. Она получается такая воздушная, очень пышная. В общем, интересная очень шапочка получается. Шапочка эта, я не знаю, как передает цвет камера. У меня цвет нежно-нежно-сиреневый с люрексом. Это нить. Здесь вот написано. Так, состав. Сейчас мы прочитаем состав. Состав у нас 10% мохер, 10% шерсть, 75% акрил и 5% люрекса. То есть вот такие вот ниточки. У кого-то будут другие ниточки, другой крючок, само собой. Я буду говорить все относительно этих нитей, этой пряжи. И относительно, конечно же, крючка, которым я вязала. Потому что если у вас будет, сами понимаете, другая толщина нити, другой состав, другая толщина, само собой, крючок нужен совершенно другой. Так, ну, а я буду говорить все применительно, еще раз повторяюсь, к этой шапочке, которую я связала. Итак, девочки, для начала мы с вами сделаем обычную скользящую петлю. То есть вот наша петелька. Сейчас мы ее закрепим. Так, и начнем вязать. Так, что-то мне не нравится эта первая петля. Как-то она у меня не задалась, так бы я сказала. Так, сейчас мы повторим наши действия. Итак, вот мы закрепили первую петлю. И теперь я вывязываю сюда 8 столбиков без накида. Петля, которой мы закрепились, я ее не считаю. То есть первый столбик без накида, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой и восьмой. Итак, вот мы связали 8 столбиков без накида. Теперь мы стягиваем нашу скользящую петлю. Вот так вот мы ее стянули. И теперь в первый столбик нам нужно сделать, сейчас одну секундочку, мне просто будет не поддеть сюда крючок толстый, я ее чуть-чуть раздвину, свой первый столбик, петельку вернее. Итак, вот сюда в первый столбик без накида мы сделаем соединительную петлю. Так, вот мы соединились. Вот что у нас в данный момент получилось. И теперь мы, девочки, делаем с вами 4 петли подъема. Первую петлю я делаю чуть-чуть затянув. И еще 3 петли. 1, 2, 3. Мы сделали, провязали 3 воздушные петли практически. Четвертую не считаю, она у нас затянута. Это у нас равно одному столбику с одним накидом. И теперь мы с вами должны вернуться. То есть сейчас мы будем вязать не вперед куда-то вводить крючок, а назад. Вот в этот наш последний столбик. То есть я делаю накид, и вот в этот столбик я буду провязывать пышный столбик с 5 накидами, то есть и с 5 вытянутыми петлями, соответственно. Итак, то есть возвращаюсь вот в этот столбик, достаю нить, вытягиваю ее. Итак, вот у меня накид и вытянутая петля. И опять делаю накид. Сюда же делаю, вытягиваю следующую петлю из этой же петли. Опять накид. Третья вытянутая петля, накид. Четвертая вытянутая петля, накид. Пятая вытянутая петля. И все петли, которые у меня есть на крючке, я их за один раз провязываю и закрепляю наш пышный столбик. Итак, вот наш первый пышный столбик. Делаю накид. И сейчас мне нужно пропустить один столбик. То есть сейчас я пропускаю следующий столбик. А вот в следующий я уже буду вязать опять столбик с одним накидом. Просто столбик с одним накидом. То есть через одну петлю. Я провязала столбик с одним накидом. И всегда после столбика с одним накидом у нас будет идти воздушная петля. Вот у нас пропущен наш столбик. Вот он. Мы его пропустили. Так мы сейчас сделаем накид и вернемся в этот столбик, который мы пропустили. То есть вот сюда. Я опять провязываю наш пышный столбик. Накид, вытянутая петля. Накид, вытянутая петля, это 2 раза. Накид, вытянутая петля, это 3 раза. 4 раза. Девочки, я больше не буду повторять. Я вяжу пышный столбик из 5 накидов и 5 вытянутых петель. Просто будем называть его пышный столбик. Итак, закрепили наш пышный столбик. Вот у нас с вами уже связано 2 столбика. Мы делаем накид. После пышного столбика никаких воздушных петель никогда не будет. Сразу накид. Мы пропускаем следующий столбик. Вот он. А вот в следующий, то есть через один, мы вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля.
Вот наш пропущенный столбик. Нам нужно в него вернуться. Делаем накид и провязываем сюда наш следующий пышный столбик. Провязали. Все петли провязываем за один раз, которые находятся на крючке, и закрепляем наш пышный столбик. Закрепили. И опять накид. Пропускаем следующий столбик. Сюда не вяжем. В следующий через один провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. Вот он, наш пропущенный столбик. Сюда мы возвращаемся и провязываем сюда пышный столбик. Провязали пышный столбик, закрепляем его, фиксируем. И опять через один, через одну петлю, сюда мы не будем вводить наш крючок, а через одну петлю вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля. И опять возвращаемся в тот столбик, который мы пропустили. И в него мы провязываем наш пышный столбик. Провязали, закрепили. Делаем накид. Один столбик пропускаем, следующий делаем столбик с одним накидом, одна воздушная петля, возвращаемся в пропущенный столбик и провязываем в него пышный столбик. Провязали наш пышный столбик, закрепили его. Итак, следующий опять столбик пропускаем, через один вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом, одна воздушная петля и возвращаемся в наш пропущенный столбик. Провязываем туда пышный столбик. Провязали, закрепили. И теперь мы сделаем накид и провяжем, пропустив один столбик, мы провяжем столбик в тот столбик, из которого у нас связан пышный столбик. То есть опять через один. Провязали столбик с одним накидом, одна воздушная петля и возвращаемся в наш пропущенный столбик. Провяжем в него наш пышный столбик. Вот таким вот образом мы подошли к концу наш ряд. Итак, вот у нас наши столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков пышных мы провязали в этом ряду. Вот у нас первые наши 4 петли подъема. Вот под них я подвожу крючок и делаю соединительную петельку. Ряд закончен. Итак, так как эта шапочка вяжется у нас с донышка, то есть с макушечки, скажем так, здесь нам нужно вспомнить правило круга. То есть, как мы вяжем круг. Вот я, чтобы не путаться, просто, девочки, вспомнить. Я понимаю, что опытные рукодельницы, кто уже давно вяжут, все это прекрасно знают, но тем не менее, для девочек, которые
ну, не так давно вяжут, и может быть, будет это полезно. Небольшое отступление. Вот я провязала здесь тоже точно так же, как и сейчас вязали мы. Изначально 8 столбиков без накида. И затем следующий ряд у нас пошел. У нас провязано в каждую петлю по 2 столбика. В каждую. То есть во втором ряду количество столбиков у нас увеличивается в каждую по 2 столбика. То есть если мы начали, здесь у нас было 8, здесь у нас уже их стало 16 во втором ряду. Третий ряд – это в третьем ряду прибавление делается следующим образом. Из одной петли 2 столбика, следующая петля просто столбик с одним накидом. В следующую петлю 2 столбика с одним накидом. То есть через один столбик. Столбик, 2 столбика из одной петли. Столбик в столбик, 2 столбика из одной петли. Столбик в столбик, 2 столбика из одной петли. То есть вот так, по такому принципу. Но мы еще вернемся к этому. Давайте я не буду путать девочек, которые недавно начали вязать, скажем так. Чтобы вам не запутаться, наша задача сейчас провязать 16 столбиков. Итак, как мы это будем делать? Нам нужно из 8 сделать 16. Как всегда, у нас вяжутся изначально 4 петли. И всегда каждый ряд у нас будет начинаться, мы будем уходить за этот столбик. То есть вязание всегда, как и сейчас мы вязали, мы будем вязать изначально возвращаясь назад. То есть вот у нас что сейчас. Вот у нас столбик был в предыдущем ряду. Сейчас мы провязали петли подъема. И сейчас мы будем вязать пышный столбик вот сюда. Вот сюда. Вот в эту петлю. То есть мы делаем накид, уходим чуть-чуть назад и вывязываем сюда пышный столбик. Провязали пышный столбик, закрепили, зафиксировали. Следующий столбик с одним накидом мы будем вязать не сюда, а пропустив, грубо говоря, опять один столбик. Потому что нам нужно будет потом вернуться. То есть мы первый столбик пропускаем, а вот в следующий, вот у нас следующие 2 пышных столбика, между ними у нас столбик с одним накидом. Вот перед столбиком с одним накидом я ввожу крючок и провязываю столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, это неизменно у нас. Делаю накид, а теперь я уже вернусь вот сюда. Это столбик, который мы пропустили. То есть вот сюда я провязываю пышный столбик. Провязала пышный столбик, все петельки провязала, закрепила. Теперь нам нужно опять через один провязать столбик с накидом. То есть мы сейчас будем вязать не сюда, а вот сюда, за столбик с одним накидом. Это пропускаем сюда, вот сюда мы вяжем. Я делаю накид и провязываю вот сюда один столбик с одним накидом. Воздушная петля. Делаю накид. Здесь мы пропустили это расстояние. Вот сюда мы
за столбиком с одним накидом провязываем наш пышный столбик. Так, провязываем пышный столбик, закрепляем, фиксируем его. То есть у нас между столбиками, вот пышный столбик, вот между ними у нас 2 столбика. То есть сейчас мы делаем накид и опять вяжем не сюда, а уходим вот в это место. То есть перед столбиком с одним накидом. Прямо за пышным столбиком мы провязываем с вами столбик с одним накидом, воздушная петля. Делаем накид и возвращаемся вот сюда. То есть в пропущенный, так скажем, столбик. Раз. 3. 4. 5. И вот таким вот образом мы с вами довяжем весь ряд. Полностью весь наш ряд. Между столбиками мы вывязываем 2 столбика. Вот у нас 2 столбика предыдущего ряда, между ними 2 столбика. Сейчас мы пойдем, значит, не сюда, мы сюда вернемся, а мы пойдем не перед столбиком, а за столбиком с одним накидом. То есть вот у нас наш столбик, и сейчас мы провяжем опять за столбиком, мы провяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. Сделаем накид и вернемся уже за столбик. В общем-то, здесь все довольно-таки просто. Просто нужно понять вот сам принцип расстановки, так скажем, этих столбиков. И здесь все совершенно будет понятно. Ничего сложного здесь нет. То есть опять вот сюда нам нужно вернуться. Значит, мы пропускаем эту петлю. А вот под эту петлю, которая находится перед столбиком с накидом, мы уже провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля. И опять сейчас мы возвращаемся вот под эту петлю. Таким образом, девочки, пройдем весь ряд. Итак, вот я прошла весь ряд. И мы с вами подошли к началу нашего ряда. И посчитаем наши столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть нам нужно связать еще 16 столбик. Так, я пропускаю также одну петлю. И в ту петлю, где у нас был связан первый столбик, вот сюда я провяжу столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И теперь вернусь в эту пропущенную петлю и провяжу сюда наш пышный столбик. Закреплю и зафиксирую. И вот теперь у нас их 16. То есть правило круга мы с вами не нарушили. У нас все правильно. Было 8, стало 16. Под наши вот эти вот воздушные петли мы соединяемся соединительной петлей. То есть, если внимательно мы сейчас посмотрим, вот у нас из каждого, будем так говорить, из каждого столбика у нас вышли 2 столбика. Из этих двух у нас вышли эти 2. Из этих 2 столбиков у нас вышли эти 2. И так по кругу. И у нас получилось, вот у нас изначально наш столбик, отсюда 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Вот так должно получиться у вас в конце ряда.
Далее, девочки. Теперь у нас по закону нашего, вернее, по правилу нашего круга, если здесь у нас вот вышло их 16, то теперь у нас должно их получиться 16 плюс 8, 24. То есть у нас идет прибавка из одного столбика, 2 столбика, потом просто столбик в столбик. Опять из одного столбика 2 столбика, потом просто столбик в столбик. В нашем варианте, в нашем случае, у нас это будет вязаться следующим образом. Но вы должны понять, что вот если отсюда у нас выходит 1 столбик, отсюда их должно выйти 2. То есть между столбиками. Как бы вот из этих петель должно выйти 2. А вот из этих петель, уже из следующих, должен выйти 1. Из следующих петель должно выйти 2. То есть, как всегда, начинаем ряд мы с вами с 4 воздушных петель. 4 воздушные петли. Всегда мы будем самый первый пышный столбик делать вот в это место, то есть за столбик с одним накидом. Провязываем сюда наш пышный столбик. Провязали пышный столбик, зафиксировали. Так, вот если отсюда у нас вышел 1 столбик, вот между этими двумя, то сейчас мы пропустим с вами и этот столб, и эту петлю. Сюда мы не вяжем. Но нам нужно связать из этих 2 столбиков, чтобы у нас вышли 2. Здесь уже вышел 1. А вот здесь нам нужно сделать прибавку 2. То есть сейчас, сделав накид, мы провяжем не сюда. Мы сюда вернемся, а провяжем, пропустив эту петлю за столбиком с одним накидом. То есть вот сюда мы с вами сделаем столбик с одним накидом. Воздушная петля. А вот теперь мы вернемся за столбик и свяжем с вами пышный столбик. Теперь мы провяжем, так как мы сейчас сюда вернемся в эту петлю, значит, одну петлю пропускаем. Перед столбиком мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. И возвращаемся прямо за пышный столбик. Перед одним столбиком с одним накидом, вот перед ним и между пышным столбиком мы провяжем наш пышный столбик. Итак, вот здесь у нас провязаны между столбиками, у нас провязана прибавка 2 пышных столбика. Здесь нам нужно провязать 1 столбик между этими столбиками. Здесь не будет прибавки. Значит, мы сделаем накид, пропустим эти 2 петли, и эту, а вот в следующую за пышным столбиком, перед столбиком с одним накидом, вот он у нас столбик, вот перед ним мы провяжем столбик с одним накидом и воздушная петля. Накид. И сюда мы провяжем за столбик с одним накидом. Тут у нас 2 петли. Перед столбиком пропущено и за столбиком пропущено. Мы будем вязать за столбик с одним накидом. Наш пышный столбик именно сюда мы будем провязывать. Итак, сделали пышный столбик, зафиксировали. То есть между этими 2 столбиками у нас прибавки нет, у нас 1 столбик. А вот здесь у нас опять будет прибавка. То есть сейчас мы сделаем накид, мы пропустим одну петлю,
А во вторую петлю, под вторую петлю мы свяжем столбик с одним накидом, воздушная петля. Так как вот в эту петельку нам надо вернуться, нам отсюда нужно вывязать между столбиками 2 столбика пышных. То есть вяжем первый столбик, петлю пропускаем, в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля. И возвращаемся в нашу пропущенную петельку. То есть вот она у нас прямо за пышным столбиком. Раз, два. И так провязываем наш пышный столбик. Провязали пышный столбик. Зафиксировались. То есть, девочки, вот, в общем-то, и все. Здесь главное вывязать. Если у нас между этими двумя столбиками один столбик, между этими двумя у нас уже прибавка. Вывязаны 2 столбика. Между этими двумя столбиками у нас один столбик вывязан. А между этими двумя у нас вывязаны 2. То есть, когда мы вывязываем один столбик, мы пропускаем 2 петли и уходим под третью. И возвращаемся за столбик с одним накидом. И вывязываем здесь пышный столбик. То есть пропустили 2 петли, в третью мы сделали столбик с одним накидом. Вернулись и сделали пышный столбик. А вот теперь у нас опять прибавка. То есть между этими мы будем пропускать не 2 петли, как сейчас пропускали и уходили в третью, а мы тут пропустим одну петлю, а вот под вторую мы сделаем с вами столбик с одним накидом, воздушная петля. Потому что вот сюда нам надо вернуться и сделать пышный столбик. Вот и все. И вот таким вот образом мы провязываем с вами весь этот ряд. В принципе, сложного ничего нет. Надо просто понять, что где мы делаем прибавки, где мы прибавки не делаем. И пропускать столько петель, сколько у нас требуется. Где-то мы делаем 2 столбика между столбиками, а где-то мы делаем 1 столбик. То есть работаем по правилу круга. Вот и все. И вот таким вот образом провяжем с вами весь ряд. Итак, вот мы с вами подошли ряд почти к концу. Вот у нас между столбиками 2 столбика, тут между столбиками 1 столбик. Между столбиками 2 столбика, между столбиками 1 столбик. Здесь у нас между столбиками должно быть 2 столбика. Начали мы с вами между столбиками 1 столбик. То есть здесь у нас 2 столбика. Я провязала 1 столбик еще у меня здесь пока. Теперь я делаю столбик с одним накидом, пропускаю одну петлю и делаю его под столбик, который мы вывязали самый первый. Просто провязываю столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И вот теперь я возвращаюсь в эту петлю пропущенную и провязываю сюда пышный столбик. То есть вот и получится у нас, должно получиться у нас с вами 24 столбика. Фиксируем и под третью, даже не под третью, здесь, девочки, не важно, здесь просто под вот этот набор, который мы делали, вот они, 4 петли подъема, я просто за них завожу крючок. Ни в какую определенную петлю попадать не надо.
и делаю соединительную петлю. Все, больше ничего. Итак, посчитаем, сколько у нас получилось наших столбиков. От петельки начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. То есть вот как положено по закону круга, скажем так, так мы сделали. И вот на этом месте, девочки, у меня пошел фалт небольшой. По идее, он допустим. И потом это все в шапочке, ничего страшного, оно все выпрямится, все распрямится и будет нормально. Но, допустим, вы хотите убрать этот фалт. Я его убрала. И потом пошла вязать дальше. То есть, что я сделала? Может, кому-то это пригодится. Конечно, опытным мастерицам это глупо и смешно рассказывать. Они знают, как здесь поступить. Я это все говорю, конечно, для начинающих девочек, которые вяжут недавно. И вот пошел у них фалт, и это, конечно же, паника. Ой, а что будет, как дальше вязать? Девочки, никогда не переживайте, всегда его можно убрать, в принципе. Почти всегда. То есть здесь мы просто провяжем с вами. Мы не будем делать никаких прибавок. Мы провяжем между столбиками по одному столбику. Никаких 2 столбика мы вязать не будем. Везде у нас будет выходить 1 столбик между двумя. То есть начало у нас, как всегда, мы делаем 4 воздушные петельки. Сделали 4 воздушные петли. Сделали накид. И, как всегда, за столбик мы вывязываем пышный наш столбик. То есть, чтобы не было нашего фалда, мы прекратим в этом ряду делать прибавки. Здесь это совершенно уместно. То есть, я делаю накид, пропускаю одну петлю, вторую петлю. То есть, вот у нас столбик с одним накидом, справа и слева от него у нас петли. Мы пропускаем эти петли, и эту пропускаем петлю, и эти 2 петли. И вот за столбиком мы вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Вот они у нас пропущенные. Мы делаем накид и за столбик с одним накидом, то есть вот сюда, мы с вами провяжем пышный столбик. Провязали пышный столбик, закрепили, сделали накид. И опять мы пропускаем и первую, и вторую петлю, а вот в третью перед столбиком с одним накидом, вот он столбик с одним накидом, а мы прямо за пышным столбиком перед ним мы провяжем с вами столбик с одним накидом. Воздушная петля. Вот у нас 2 петли пропущены. Мы вяжем в ту, которая за столбиком с одним накидом. Сюда мы провязываем с вами пышный столбик. Фиксируем его. И опять мы пропускаем 2 следующие петли перед столбиком и за столбиком. Мы их пропускаем и вяжем в третью перед столбиком. Вот наш столбик с одним накидом перед ним. То есть сразу за пышным столбиком. Пропускаем эти 2 петли и сразу за пышным столбиком мы провязываем с вами столбик с одним накидом, воздушная петля. И теперь мы вернемся вот в эту, в первую петлю, которая у нас за столбиком с одним накидом. То есть вот сюда мы будем провязывать наш пышный столбик. Я, девочки, этот ряд весь провяжу. У вас, может быть, нет фалда. Вам этого делать не нужно. Вы просто остаетесь на том месте, где вы сейчас и были. То есть вы остаетесь на... Будем считать это первым рядом, когда мы начали делать пышные столбики. Первый, второй,
третий. 3 ряда вы провязали, 4 я вяжу, убираю фалд. Вы его, если у вас нет никакого фалда, у вас ничего не фалдит, значит вы пока остаетесь на 3-м ряду. Я провяжу 4, далее будем вязать вместе. Итак, я провязала, девочки, ряд без прибавок. Мы с вами остановились, прибавку мы делали через 1 столбик. То есть вот у нас между пышными столбиками у нас есть столбик с одним накидом. То есть вот если из этого столбика с одним накидом у нас выходили 2 столбика, прибавка, то из этого столбика с одним накидом у нас выходил 1 столбик пышный, то есть без прибавок. Здесь опять следующий столбик, который между столбиками. Вот он между столбиками. У нас столбик с одним накидом. Здесь у нас вышло 2 столбика. Здесь у нас вышел 1 столбик. Итак, извиняюсь, перешла уже не на тот круг. Здесь у нас везде выходило по 2 столбика. А вот здесь в следующем, вот у нас вышло 2 столбика. Здесь у нас вышел 1 столбик. Здесь 2 столбика из одного столбика с накидом. Здесь у нас 1 столбик. Здесь 2 столбика, здесь 1. Здесь 2 прибавка, здесь 1 и так далее. Сейчас я ряд прошла просто по одному столбику, нигде никаких прибавок не делала. То есть сейчас по правилам круга нам нужно делать прибавки через 2 столбика. То есть сейчас у нас будет выходить 2 столбика одиночных. То есть отсюда выйдет из столбика 1 и отсюда выйдет из столбика всего лишь 1. А уже в следующем выйдут 2 столбика, то есть прибавка. То есть вяжем по правилу круга. 2 столбика это столбик в столбик, а в 3-м столбике из столбика 2 столбика. Делаем прибавку. И так мы будем вязать, пока не достигнем нужных размеров нашего круга. Ну вот давайте этот ряд провяжем. Начало я вам покажу, потому что здесь далее, в принципе, все повторяется. Просто если мы вязали здесь столбик в столбик и прибавка, столбик в столбик, прибавка, то сейчас мы будем 2 раза вязать столбик в столбик. Делаем, как всегда, 4 петли подъема. Сделали 4 петли. И, как всегда, мы вязать начинаем за столбиком. То есть уходим вот сюда. Вяжем пышный столбик. Связали пышный столбик, закрепили. Итак, нам нужно связать отсюда, чтобы вышел 1 столбик, и отсюда столбик в столбик, тоже 1 столбик. Здесь прибавок у нас нет. Значит, мы сразу уходим через вот эти 2 петли. Мы уходим в 3-ю. Пропускаем 2 столбика и за пышным столбиком провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля. Вот у нас пропущенный столбик с одним накидом. За него мы провязываем пышный столбик. И у нас получается, что из одного этого столбика у нас выйдет 1 пышный столбик. Здесь у нас прибавок нет. У нас первый столбик вышел 1 столбик в столбик. Второй столбик вышел 1 столбик в столбик. То есть теперь у нас через 2 столбика идет прибавка. Когда мы делаем прибавку, мы не пропускаем и не уходим за столбик, а мы перед столбиком пышным. Тут у нас столбик с одним накидом. Вот он у нас столбик с одним накидом. Между ним столбиком с одним накидом и пышным столбиком мы вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, потому что нам сейчас нужно вернуться вот сюда за
столбик с одним накидом и провязать сюда пышный столбик. То есть понять всего лишь нам нужно вот это вот. Мы провязали пышный столбик, но нам еще нужно и второй сюда вернуться, провязать. Значит, мы уйдем под следующую петлю. Пропустив одну петлю, мы уйдем под следующую петлю. Потому что сейчас мы вернемся сюда и провяжем пышный столбик. Таким образом, у нас здесь будет прибавка. Из одного столбика мы провязали 2 столбика. Если переходить на язык вот этого вязания, то есть из одного столбика мы провязываем 2 столбика. Потом мы 2 столбика вяжем столбик в столбик. И потом уже только опять из одного столбика 2 столбика. Это то же самое. Итак, вот наше начало. Из столбика у нас вышел 1 столбик. Из этого столбика 1 столбик. Из этого столбика между столбиками 2 столбика. Из одного мы связали 2. Сделали прибавку. Теперь мы опять провязываем 2 столбика. Столбик в столбик. То есть отсюда должен выйти 1 столбик, и отсюда должен выйти 1 столбик. Здесь нет прибавок. Значит, мы пропускаем первую и вторую петлю и сразу уходим за пышный столбик в третью петлю. Вот эти 2 у нас пропущены. Делаем столбик с одним накидом, воздушная петля, и за столбик с одним накидом провязываем пышный столбик. Здесь у нас идет прибавка. Ой, извиняюсь, здесь у нас, девочки, нет, здесь у нас нет прибавки. Здесь мы вяжем столбик в столбик. Вот мы его связали. Следующий столбик с одним накидом. Отсюда тоже должен выйти 1 столбик. Значит, мы пропускаем 2 петли. И под третью петлю сразу за столбиком, за пышным столбиком мы делаем с вами столбик с одним накидом, воздушная петля. И возвращаемся. Вот у нас 2 петли пропущенные. Мы возвращаемся за столбик с одним накидом и вывязываем с вами пышный столбик. Провязали пышный столбик, зафиксировали. Итак, здесь у нас была прибавка, а здесь у нас вышло по 1 столбику. Следующий столбик с одним накидом, вот он у нас. То есть вот отсюда у нас уже идет прибавка. Из этого столбика нам надо сделать 2 столбика. Здесь у нас прибавка. То есть мы не пропускаем эти 2 петли и не уходим в третью. А мы просто вяжем за столбиком с одним накидом, вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля, и возвращаемся назад в пропущенную петлю. Вот и все. В общем, здесь ничего, девочки, сложного нет. Вы, наверное, уже поняли эту систему. Тут все предельно просто. Просто понять. Сейчас мы сюда будем провязывать наш пышный столбик. У нас 2 отсюда должны выйти. У нас здесь прибавка. Значит, мы вяжем в следующую петлю. В следующую петлю перед столбиком с одним накидом мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, и возвращаемся в пропущенную петлю. Отсюда мы вывяжем пышный столбик. Вот таким образом мы будем вязать по кругу, но у меня тут совсем немного. Сейчас я покажу на своей шапочке. Долго это вязать не надо, иначе шапка у нас получится просто огромная, на великана. Итак, здесь у нас из столбика получилось 2 столбика. То есть вот они, раз, два пышных столбика. Здесь у нас и здесь у нас должно выйти по 1 столбику. То есть столбик в столбик. Когда мы вяжем столбик в столбик, мы всегда уходим не под первую, не под вторую, а под третью петлю. То есть
пропускаем вот этот прогон, скажем так. Вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля и возвращаемся вот сюда за столбик с одним накидом и провязываем пышный столбик. Закрепили. И опять у нас отсюда должен выйти один столбик. Значит, мы уходим вот сюда. Мы пропускаем эти две петли и уходим в третью. Делаем столбик с одним накидом, одна воздушная петля. Вот они у нас пропущены. И возвращаемся мы, как всегда, за столбик с одним накидом. Потому что здесь у нас прибавки нет. Мы здесь вывязываем один столбик пышный. Один пышный столбик. Итак, девочки, вот таким вот образом и вяжется у нас эта шапочка. Если у вас размер больше, вот у меня связан этот ряд до конца, вот этот ряд, если пройти, и далее я начала вязать все без прибавок. Просто между столбиками один столбик. Больше никаких прибавок я не делала. Если у вас больший размер, может другие нитки, другой крючок, это вообще у нас отдельный разговор. То есть вот у меня 1, 2, 3, 4, 5. Из 6-го ряда я уже никаких прибавок не делала. Так, вот сейчас я померяю сантиметром, сколько это у меня здесь. Ну вот если у нас учесть, что один ряд у нас где-то 1,5 сантиметра, 15, где-то 16,5 сантиметров. То есть у меня вышел этот ряд. Последний, с прибавками. И далее я начала вязать просто по кругу. Извиняюсь. Просто по кругу, без прибавок. Там уже прибавок никаких не было. То есть вот я связала эти 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И вот он был последний. Отсюда у меня уже никаких прибавок не было. То есть шапочка начала формироваться, она начала закругляться. И получилась вот такая шапочка. Вязать ее можно, я имею в виду в длину. Это кому какой отворот нужен у шапочки. Кто-то любит поменьше. Хотя, мне кажется, здесь маленькая, наверное, не очень отворотик. Но кто его знает, опять-таки дело вкуса. Кто-то любит, наоборот, очень большие отвороты. Буквально там до макушки совсем немного остается. Это уже ваши пожелания, ваш вкус, ваши привычки. У каждого есть что-то свое, в любом случае, свой стиль. То есть здесь уже вы вяжете длину. Это как вам нравится. У меня их связано рядов. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отсюда я пошла уже, видите, вязать ровно, без всяких прибавок. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 рядов. От макушки 25 рядов. То есть, как вы здесь будете вязать, сколько рядов, можете меньше, можете больше, это на ваш вкус. Ну и потом, если эта шапочка на молодую девочку, девушку, молодую женщину, здесь вполне можно сделать крупный такой красивый помпон. Вполне, я считаю, это будет уместно, это будет красиво. Если же это на женщину, ну, все-таки довольно-таки уже посерьезнее возраст, я связала вот такую пуговку, чтобы вам показать. Вот сюда ее пришить, эту пуговку. И получается очень красивая шапочка. Вот с таким вот украшением пуговка. Кто, если девочки не умеют вязать такие пуговки, опять-таки, я под этим видео в описании оставлю ссылку. Я оставлю там ссылку на рельефные столбики и оставлю ссылку на пуговку. То есть вдруг кому-то это пригодится. Ну, мало ли, чтобы вам не искать по интернету эти пуговки. Проще нажать на ссылку, и сразу видео на эту пуговку будет перед вами. Это, конечно же, гораздо
гораздо проще и гораздо удобнее. То есть вот такая вот у нас получилась шапочка. Ну, с пуговкой она будет еще интереснее, конечно же. Сейчас я ее пришью и покажу вам в конце, как она будет смотреться с пуговкой. Так, одну секундочку, я пришью пуговку. Итак, вот я, девочки, пришила пуговку. И вот такая шапочка с пуговкой у нас получилась. Вполне она прилично смотрится, эта пуговка. Совершенно уместно. То есть кому-то подойдет красивая бомбошка, помпон, как его назвать лучше. Но это, конечно, лучше для, я думаю, для молоденьких девочек. Очень будет здорово. Кто-то постарше захотят, может быть, все-таки вот так вот украсить свою шапочку. Ну вот, и по шапочке, наверное, все, девочки. Девочки, кому-то, если что-то не ясно, пожалуйста, пишите в комментариях, оставляйте комментарии. Я отвечу на любой ваш вопрос. Если что-то непонятно, может, какие-то вопросы, может, где-то не совсем понятно объяснила, вы, пожалуйста, пишите, я отвечу на любой комментарий. Совершенно на любой отвечу всем. То есть буду ждать ваших комментариев. Ну, так, на сегодня у нас, наверное, все. Если понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на канал. Впереди у нас очень много интересного. Всего вам доброго, удачи!